введя сюда свои войска. Это была та Испания, которую я никогда не видел. Когда люди бежали от выстрелов, я бежал снимать, кто стреляет. Может быть, гражданской войны здесь не будет, но... Всем привет! Вы снова на канале Рукавешка. Канале про путешествия, историю и культуру. Сегодня мы гуляем по Таррагоне, второй римской столице. Посмотрим на раскопки римского цирка и где проходили гладиаторские бои. Поговорим о мощах святых, каталонском национализме и протестах за независимость в 2017 и 2019 годах. И чем итальянский вермут отличается от каталонского вермута? Михаил уже более 15 лет работает журналистом и больше 12 живет в Испании. Поэтому мы не обошли стороной политику, налоги, цены, законы в Испании и другие темы, которые я обычно не поднимаю в своих видео. Больше в расширенной версии на спонсорстве YouTube и Boosty. Ну а мы пошли гулять по Таррагоне. Идущий на смерть приветствует тебя, Цезарь, знаешь. Она такая, знаешь, маленькая, но масштабная местами. Вот смотри, какая. Подземный ход, который соединял цирк с городом. Ого! Да. Я мог бы быть мышью и пугать слонов. Уже тогда римляне, понимаешь, вот могли вставлять вот такие вот стеклопакеты, и Испания идеальная страна для иммиграции. Так это новые укрепрайоны против нашествия русских. Это школа. Это школа. Похоже на тюрягу, конечно, но можно тут потереть, загадать желание. Курт Кобейн выступает скоро. Это мы, блин, такой в демократической, просветленной Европе живем. Скажите, а у вас в Испании всегда Финляндия? Нет, когда ты снимаешь про Испанию в Питере, знаешь. Вот смотри, как поварёшки. Мио. А его так частиком и пьют, что ли? Да. Вот это точно как бы гладиаторская. Вот это наша команда. В каждой стране есть какие-то профессии, которые более востребованы. Например, в России там менты, например. Там где... Как бы, а я нахрен ты сюда приехал, а чё умный такой? Миша! Томик! Всем привет! Мы в городе Таррагона, Испания, Каталония. Да. Это мой старый товарищ, приятель и коллега бывший. Он ведет свой канал на YouTube, и сегодня он мне покажет город Таррагона. Но сначала наша любимая рубрика «Подарки». Миша, Давай! Миша просил у меня привезти из Сербии флаг Югославии. Я еле нашел его в Сербии почему-то, я не знаю, это какая-то проблема. В общем, аутентичный флаг Югославии, даже с этими штучками, чтобы повесить. Вот. Носи с удовольствием, Миша. Да. Ну, у меня пора помельче, поскромнее, и он ждал тебя уже, знаешь, лет 11. С твоей иммиграции. Дубль 2. Еще раз. Давай. Я ждал тебя уже лет 11. Так, спасибо. Что здесь? О, это... Ты помнишь, что у меня была рубашка, да, с запонками? Да, и я помню, что ты барабанил. И я хотел приехать в Россию, когда ты еще там жил, и тебе это вручить, но как бы... 12 лет назад, да? Да. В общем, вот такая штука. Спасибо, Михаил. Ну, а теперь... Подарив подарки, пойдемте гулять по Таррагоне. Миш, где мы оказались, что это такое? Да. Короче, мы сейчас поднимаемся на трибуны римского цирка. Таррагона в свое время была второй столицей Римской империи, то есть когда она занимала там почти всю планету, можно так сказать. Вот, и здесь для Цезаря Августа был создан специальный развлекательный комплекс, так сказать. Идем сюда. Ну, от него осталось совсем чуть-чуть.
Вот мураль на той стене показывает вот фрагмент, в котором мы находимся. Мы буквально наверху как раз. Да. А на самом деле вот в ту сторону, туда, там были развесистые сады. И это просто охренеть, как масштабно было. И самый прикол, что история этого места, как его нашли здесь раньше, когда Таррагона только начиналась, так сказать, в современном мире, здесь была просто городская свалка. Ага. В эту городскую свалку вложили деньги, точнее не в свалку, а в то, чтобы ее расчистить, и здесь построить торгово-развлекательный комплекс. О, как мы любим. Да, как мы любим. И когда начали его раскапывать, обнаружилась вот эта вся красотень. И, короче, прибежали ребята из ЮНЕСКО и сказали: вам, а не ТРК. И, короче, заставили все это раскопать, восстановить. Но, к сожалению, к тому моменту вот уже город был построен, вот этот весь район и так далее. Конечно, большая часть вот этого цирка, амфитеатра, оно уже кануло в лету, так сказать. Но мы можем насладиться подземными лабиринтами и увидеть воочию, где жили львы, тигры и... И пантера. Нет, и гладиаторы. Да, именно. Так, продолжаем. Ага, идущий на смерть приветствует тебя, Цезарь, знаешь, это вот путь к этой фразе начинался, я так понимаю, отсюда, потому что вот под этими сводами мы сейчас увидим, здесь находятся как раз отсеки, ну такие комнаты, я не знаю, вот, где, судя по всему, и ждали своей участи, да, гладиаторы. Ну вот здесь как бы достаточно большая, я думаю, что это все-таки для зверей. Да, такой вообще. И здесь нету ни лежака, ничего. А там дальше будут такие, где есть еще такие импровизированные кровати. Ну вот. Ну то есть отсюда их выгоняли, и, собственно говоря, вот уже отсюда видно на самом деле саму арену. Блин, ну да. это, конечно, страшно. Ты идешь, типа, реально на смерть. Вот, смотри. Вот здесь точно как бы, вот это точно как бы гладиаторское, потому что вот, смотри, импровизированный лежак, здесь, собственно говоря, они отдыхали. Вот, и ждали, собственно говоря, своей участи. Собственно говоря, поменьше говорить, собственно говоря. Собственно говоря, да, окей. Ну, я могу переговорить. Не, нормально. Вот, то есть я даже... Блин, честно говоря, я себе не представляю, как это вот здесь. Ну, ты же не гладиатор. Ну да, Тебе я... сколько веса? 35 кг? Ну, чуть больше. 35 с половиной. Да. Я мог бы быть мышью и пугать слонов. А, кстати, да. Мышь Михаил. Да. Ну, я думаю, что это просто такого рода освещение, как бы, было. Ну, потому что погода, которая застала нас сегодня в Таррагоне, вряд ли она прям часто сопровождала гладиаторов в то время. Вот. Так, вот там вышел главный гладиатор, я смотрю. Да. Нет, ну, блин, на самом деле, вот так вот представляешь, да, что просто когда это здесь, я не знаю, здесь примерно длина его, наверное, 1,5 километра, потому что сам цирк, он же включал в себя и вот эту овальную арену для колесниц. Ну, ты понимаешь, она же не 100-метровка, там, как бы, это же не спринтерский забег. То есть получается, что она была, ну, я не знаю, 2 километра, наверное, в длину в одну сторону, да? Мне так кажется. Ну, вообще, знаешь, вот чем мне нравится Таррагона, я когда здесь очутился первый раз, я прям влюбился в нее именно из-за вот этих вот развалин, вот это вот, когда ты просто, ну, тупо из дома идешь в магазин там за хлебом и бухлом, ты вот наслаждаешься вот этой вот, блин, красотой, смотри, башня Притории, понимаешь? Вот это... Что такое башня Притории? Притория — это типа глава города, как бы мэр по-нашему, он жил здесь, вот в этой башне. Мы в нее потом поднимемся, она достаточно большая, между прочим, ну, в смысле, многоярусная. Там было где развернуться, но я бы, честно говоря, там жить не хотел. Так. Сейчас мы будем приезжать. Это есть шанс, как бы еще здесь просто телефона лишиться. Сейчас мы будем в режимный объект, сейчас будем приезжать. Вот он, на самом деле, вот там. Но мы сейчас дорогу повернет вот так, и мы будем его проезжать. Эти трубы, что ли? Да, это химзавод. Ну, он не военный же. А вот, собственно говоря, электростанция. А, кстати, режимный объект не обязательно должен быть военным. По поводу туалетов, короче,
Я хочу сказать, что испанцы, на самом деле, они, по моему мнению, не очень такие супер чистоплотные люди. То есть, ну, как бы, как сказать, они, точнее, не супер замороченные на чистоте. То есть, типа, как бы вот не смыть за собой, это прям... То есть, Катя, я помню, мы же делали стендапы, ну, стендап-шоу. В туалете? Нет, мы с Катей делали стендап-шоу на юге, когда жили в одном баре для русских. И одна из шуток Кати была в том, что, короче, пандемия наконец-то научила испанцев мыть руки и, возможно, даже смывать за собой. Но, кстати, нет. К сожалению, Катины мечты оказались просто мечтами. Вот, прекрасная наша вот классическая летняя погода, вот такая вот Испания. Как бы, если кто-то думал, что тут жарко. Да, чисто, когда ты снимаешь про Испанию в Питере, знаешь, такое типа. Да, чисто, блин, Всеволожский. Едем просто. Сейчас едем во Всеволожск, там как бы Алена пару пальм как раз себе прикупила искусственных, и там будем снимать вид на море. Что меня удивляет, это автостанция. То есть, когда ты приходишь на автостанцию... Это вот я всегда думаю, а почему так? Это причем везде. Вот, куда ты приезжаешь? В Барселоне, в Мадриде. Ты приходишь на ЖД вокзал. В Вене. На ЖД вокзал приходишь, идеалити просто, короче, там чистенький туалетик, там ты, здесь барчик, там, то есть приходишь на автовокзал, какие-то бичары туда-сюда шастают, бомжи спят, блин, тут, блин, там бар такой, типа, знаешь, где там, типа, пиво есть, такой вот, такой, типа, я же вроде в Испании, такой, в Испании, Не, на самом деле ты прям выбрал идеальный, блин, день, место и время, потому что у нас до этого было 40-градусная жара, вчера у нас было зашибись, типа 27-29, ветерок, прохлады, все было зашибись, а ты приехал, когда, блин, у нас херачит ливень вообще, который я лично не заказывал. Я не за это свои налоги плачу. Ага, это с той стороны, дождь с той стороны, Миша. Как это? Че, правда? Слушай, ну это подземный ход, который соединял цирк с городом, на самом деле. Хотя не совсем понятно его предназначение. Вот здесь тоже есть такие... Что-то да, не очень. Так, вот, возможно, вот здесь как раз жили звери, потому что низенькие проходы и как бы пространство практически, ну, как сказать, без особого намека на удобство. Вот, а чтобы большой зверь не убежал, возможно, как бы сделали такие как бы не очень высокие проходы. ну может быть, как мы сейчас как раз проходила. Либо так, От да. города. Смотри, вот там есть аудиовизуаль, то есть здесь какой-то визуальный контент. То есть мы как раз под этим местом сейчас находимся. Сейчас мы, получается, ползем, да, с тобой по этому коридору прямо под городом. Да. Я там видел, дома как раз стояли вот рядышком. Да. Не знаю, вполне себе допускаю, что именно по этому коридору Цезарь выходил на свою смотровую площадку, чтобы насладиться играми. Возможно. Что вот, собственно говоря, да, город. Вот. Как это выглядело раньше, вид отсюда, то есть, понимаешь, да, вот как раз вот это вот. Все здесь было таким... Поддром такой. Подром для колесничих, да, гонок. Нормальный, кто-то за хлебом идет. Ну да, я тебе о чем говорю, что вот... Или вот живешь с видом на такое. Ну, я смотрел, кстати, вот квартиры, которые вот в домах старого города, они, как правило, очень узкие, мелкие, такие прям, ну, очень неуютные. И что прикол, что ты даже видишь вот там вот так называемые жалюзи, вот эти, знаешь, вот это... Маркизы. Да, свернуты такие в рулон, вот это. И старые такие деревянные окна, которые там свистят у тебя зимой, когда
не поверишь, холодно в Испании и Поверю. пропускают всю жару летом, вот это как бы, да, Нормально. комфорт entre comillas, как говорят испанцы, то есть в кавычках, в котором ты живешь здесь постоянно, зато с видом на практически Колизей. Ну и, скорее всего, дорогая недвижка. Ну, сейчас цены, да, выросли сильно по сравнению с пандемией, конечно. Ну и Таррагона все-таки, хоть и не такой неизвестный город, на самом деле, такой среднестатистическому туристу, но он очень красивый и очень востребованный. Ну, здесь, в принципе, ты можешь прогуляться один там. Там тебя сейчас лев сожрет просто. Да, просто как бы я дальше не пойду. Обычно все видео наших друзей заканчиваются вот здесь. Ух ты. И кто-то белье вон сушит. Да. То есть, типа, у кого-то сюда вид, а у тебя отсюда. Вот, кстати, недавно открыли вот эту часть пещеры. Вот буквально в этом году отреставрировали. Вот этого раньше не было. Интересно, что это было? Это подъем типа наверх? Да, явно ступеньки вот куда вели. То есть получается, что если там был ипподром, то это как-то выход на ипподром. Блин, загадка. Остается только реально гадать. Для меня загадка, что люди вот, ну, как бы прошло несколько веков, и люди забыли про эту штуку, нафигачили свалку, и потом такие, ой, а тут что-то было, оказывается. Как вот такой пробел в истории-то возникает. Это ж не только здесь, это вообще много. Да, это вообще такая постоянная история про то, что типа с этим наследием у нас тут ТРК будет как бы. И знаешь, я вот горжусь таррагонцами именно в пользу того, что они отвоевали вот этот клочок истории, потому что, ну, я думаю, что без нее Таррагона, я не знаю даже, как она бы выглядела. Прямо к твоему приезду закрыли форум. Это тоже одно из таких прям ключевых моментов, которые... Форум, да, то есть, форум, где собирались, собственно, римляне, обсуждали там будущее города, там какие-то проблемы, там торговали всякой снедью и так далее. Там были бары, то есть рестораны, так сказать. Форум откопали во время строительства очередного района Таррагоны. И там один из архитекторов, он прям сделал это делом своей жизни, и его похоронили на месте этих раскопок. То есть там, да, и поставили такой постамент с бюстом. Вот, как бы в память о его достижениях. Это башня Притория, вот это здесь жил мэр Таррагоны, получается, в римскую эпоху имеется в виду. А название Таррагоны в римскую эпоху ты знаешь? Таррако. Таррако. Если я не ошибаюсь, Таррако идет от слова таракот, то есть от коричневой земли. Но почему именно Таррагона была второй столицей Римской империи? Потому что здесь находился один из развязывающих портов Римской империи, собственно говоря, в который, как бы такой сортировочный, так сказать, да, в который везли товары из одних стран, пересортировали, развозили по остальным. И статуя Феминины, Мабре Бланк, деталляда en стиле. То есть как бы статуя женщины из белого мрамора, из белого мрамора, 2 век до Рождества Христова. Да, и там Фредди Крюгер. Точно, да.
говорится, что типа нельзя людей снимать. Ну, тебе нельзя, а мне можно. Я просто не в курсе был, или он такая, типа, Короче, закон или не да, закон? есть закон, запрещающий снимать людей на улице без их согласия. Но он не касается журналистов и при исполнении. То есть, типа, вот так. По большому счету, в Испании вообще, на самом деле, блогеров. в Испании есть еще такой закон обратного характера. Например, я же снимал свой документальный фильм про гражданскую войну в Испании, который никак смонтировать не могу, наснимал, то есть я просто как... Знаешь, это фильм про Бэнкси, где чувак, короче, наснимал там просто какие-то километры съемок, а потом смонтировать не смог. То есть причем, что он там у самого Бэнкси брал интервью, там какой-то просто миллиард часов. Короче, фильм в итоге монтировали за него, его, то есть короче, из этого проекта и монтировали за него. Он так и называется, Бэнкси, по-моему, если не ошибаюсь, документалка. Да. Короче, вот у меня примерно такая же история. Я доснимал кучу интервью, короче, в всяких исторических местах побывал, а домонтировать никак не могу. Так вот, одно из таких мест было в стране басков, собственно говоря, вот эта знаменитая деревушка Герника, которую Герника у нас на русском языке говорят, которую Пикассо посвятил свою картину, соответственно, которую бомбили силы... которые бомбили силы националистов, там, несмотря на то, что умерло там порядка там, максимум там, 300 человек, там из нее сделали там символ. Ну, символ, да. Да, такой испанская буча, короче. И там есть дуб, который символ такой баскской общины, у которой они собирались, у этого дуба они собиралась баскская община, они обсуждали всякие проблемы, там какие-то нововведения, там то все 5-10. И вот этот дуб, он, собственно, был разнесен там в щепки немецкой авиации, легионом Кондор. И я там записывал стендап. Вот, я записываю стендап, и ко мне подходит, короче, охранница, точнее, и говорит: здрасте, а что вы тут снимаете? Я говорю: я вот пишу документальный фильм, значит, про гражданскую войну в Испании, такое символичное место, я тут специально приехал. Вы снимаете как журналист или как, типа, там, для себя? Ты такой... Я говорю: а в чем разница? Она говорит: ну, как бы, если... Друзь. Да, отвечать будет друзь. И я такой: а в чем разница? Он говорит: ну, если вы как журналист, вы должны были отправить в муниципалитет, собственно говоря, запрос, получить разрешение. А если для себя, то как бы проблема. Я такой: для себя, конечно! Вот, и то есть вот такая вот обратная тема. Работает не везде, но, тем не менее, вот в стране басков вот так. Ну, вообще, как бы, если говорить про страну басков, тут имеет смысл упомянуть, что Испания — это вообще, в принципе, страна, в которой поделена на автономии, каждая из которых не всегда подчиняется Мадриду, во-первых, и там есть как бы федеральные законы, которые всех должны касаться, и есть законы... Так Соединенные Штаты. Типа того. То есть, например, на заре нашей эмиграции мы же приехали сюда рожать, как бы Катя уже такая с контрабандой сюда прилетела там на, по-моему, 38-й неделе, если я не ошибаюсь. И как раз ввели закон о том, что типа об ограничениях медицинской помощи нелегальным иммигрантам. Вот. И получалось, что мы как раз под него попадали, потому что заканчивалась виза у Кати, и она уже к моменту родов должна была становиться нелегалкой. И когда они ходили с моей мамой прикрепляться к поликлинике, и говорят: вот, все, новый закон, а закон вообще в сентябре должен был вступить в силу. Катя там обращался к коллегам, журналистам там, и так далее. И, короче, выяснилось, что на самом деле это действительно был такой закон, но там 5 провинций Испании, в числе которых была Андалусия, в которой мы жили, и, кстати, страна басков, Андорра, по-моему, и тут еще, не помню, Барселона, ну, с Каталонии или нет, не помню, они, короче, отказались исполнять этот закон. То есть, как бы, можно было вот туда ехать, и нелегал... Можно было. Да, и нелегалам, да, можно было получать... И мы, собственно, так и жили на заре нашей иммиграции. 5 лет или 7. То есть, вот такие вот дела, да. Как бы страна басков, кстати говоря, одна из самых лучших регионов Испании именно с точки зрения медицины. То есть, они там туда много Там, людей... говорят, погода вот такая все время. Погода такая, да. Ну, она такая почти... Там березы растут, знаешь, как бы, если ты совсем, блядь, да, загрустил по родине, прям, пожалуйста, можно как бы вывозить поленья нельзя, но, как бы, тем не менее,
обнять, Приобнять, да. да, там, прикоснуться, услышать, там, послушать, там можно, да. Во время гражданской войны в Испании вот эта башня Притория в Таррагоне, она была тюрьмой для политзаключенных. Причем одной из самых массовых здесь на 10 квадратных метров помещалось примерно 15 человек. То есть люди в буквальном смысле друг на друге как бы лежали, понимаешь? Кошмар. Да, это жесть. Вот башня Притория, в которой мы находимся, а вот цирк. Но здесь уже изображено, как на самом деле было построено уже поверх. То есть, видишь? Ну, то есть оно шло вот туда, Да. а здесь сейчас город. Здесь получается, что, если я правильно понимаю, что вот здесь были сады, цирк, ну, потому что вот это здание, выделяющееся, это кафедральный собор Таррагоны, который не был построен во время Римской империи, разумеется. Ванная вот тут. Ну, да, хрущевка влезет нормально. Ну да, такая хрущевочка. Ну что, сюда как раз дырку затыкаешь, такой набрал, полежал, потом вытащил и все, вода слилась. Откройся. Что, не откроешь, что ли? 35,5 кг есть, нормально. Так, нам сюда. Ща, погоди. Ого! Да. Офигеть! Вот, понимаешь, чем мне Таррагон нравится? Вот какая красота. Да. Средиземная, правильно? Да, конечно. Меня не глючит. Нет, нет. Там какая-то стена еще внизу, тоже римская. Это амфитеатр. Здесь устраивались всякие там театральные представления. А. И все это, ну это сейчас здесь море, да? Оно все-таки пришло сюда. Оно, видимо, дальше было. Прям к твоему приезду, знаешь, приплыло. Благодаря дождю, знаешь, обычно есть пустыня. Вот, как бы ни хера нет. Но вот сегодня благодаря дождям наконец-то море и наконец-то можно искупаться. Ныряем прямо отсюда. Спускаемся, как были, пофиг. Ну там уже такие более современные сооружения, защитные форды. Вот один и второй. Не помню, как они называются, но это так. Форты. Форды это машина. Ёп! Черт, нет! Да, ничего страшного, это же... Сука. Так вот. Скажите, а у вас в Испании всегда Финляндия? Нет. Только когда долго туда не ездишь. Не пускают. Короче, вот более современные сооружения, форты защитные. Я не помню, какие там есть лирические названия, но самое облом, что в них, в общем-то, не пускают. Ну, и как бы сквозь решетку смотришь, там особо делать нечего. Вот, а это как раз кафедральный собор Таррагоны, который мы видели на том макете. По идее, здесь еще должны быть две башни. Вот одну, если видишь, слева начали строить, но не достроили. Их должны быть две таких высоких, как бы, это же готика. Но, в общем, в итоге денег не хватило ни на одну из них, и ту не достроили это. И совсем недавно, буквально, этот собор начали отскребать от желтизны вот этой вот вековой. Видишь, вот фасад известняк, у него да? белый, да-да-да, а остальной грязнится. желтый. И вот в прямом смысле там вот наверху, потом мы увидим ближе, вот этот шпиль, отсюда плохо видно, это рука святой Феклы, Санта-Текла по-каталански, та самая наша. Я не разбираюсь. А теперь разбираешься. Вот так я выгляжу в дождь, если что. Черт, что ты не сказал, что у меня тут прическа с Панс. А, это прическа?
да, здание построено по новейшим технологиям, там типа умный дом, короче, вход по карточке, Вот знаешь. это. Да, очень модный. Вход по карточке. А когда в Испании отрубилось электричество на сутки, как они попадали там? Они там сидели, они никак не попадали, просто сидели дома и пили пиво, вот и все. Слушай, на самом деле, я хочу сказать, что когда в Испании вот это все произошло, меня поразило спокойствие, с которым все вот отнеслись к этому Ленка тоже такое бардаку. рассказывала, да. Потому что, люди, которых железнодорожная компания Ренфе просто положила как бомжей у себя на ЖД вокзалах, вместо того, чтобы снять им, нормальные гостиницы. Мгм. Ну, Лена пипец, говорила, это- что мне кажется, в Жироне сняли какой-то то ли спортзал, я уже забыл, то ли школу, и там всех разместили. то есть я своими глазами, я застрял в Барселоне в тот момент, я своими глазами видел, как там людей укладывают просто на пол, а тут просто гостиниц пруд-пруди. Только стоимость этих гостиниц, там самый говенный хостел стоил 200 евро. Ты знаешь, где ты вот там с 20 незнакомцами спишь в В одной вонючей- кровати. В одной кровати, да. И кровати такие 20 в помещении. То есть они решили просто сэкономить, такие, да и срать вообще, и так сойдет. Слушай, И ну как- Барселона-Санс вокзал, он, это прям ад какой-то. Ну да. Что то есть- можно испортить просто в квадратном Так нет, помещении? подожди, но прикол в том, что те, у кого не было билетов дальнего следования, их просто выдворили из вокзала, сказали, ребят, сами, разбирайтесь, типа, ищите там автобусы, машины, Ну, там это на как-то чем не доезжать. по-людски Это, совсем, ну да. это жесть вообще, слушай. Это мы, такой в демократической, просветленной Европе живем. Ну, я думаю, что в России, если бы РЖД вот так вот накрыл такой коллапс, там бы так по-ублюдски не относились Ну, бы в к- Пулково отбили курилку за 500 рублей, теперь бесплатная. Окей, идем. Господи, дай мне сил, а. Лайк, клаустрофобика. Я не могу. Да какой кол, я высоты боюсь. Ну, здесь невысоко. Тут максимум Тут ноги... хотя бы дыры нету Тут посередине. максимум ноги переломаешь. Спасибо, Миша. Наслаждайся. На этом наше посещение заканчивается. Увидимся в следующем году. Пока! Лунтик улетел. Я очень люблю здесь гулять и каждый раз пытаюсь представить, как было бы круто, если бы смогли все-таки раньше найти эти вот архитектурные сокровища, откопать большую часть Да. цирка, потому что, конечно, это, даже вот смотри туда, вот глянь. Господи. Блин, это вообще офигеть, как круто. Блин. Чё, зонтичник? Сейчас я Роста не хватает. Опа! Тэр-тэ-тэр. Это собственной персоной Цезарь Август, основатель города. Вот. То есть, по сути, Таррагона была его такой дачей, можно сказать. Он сюда приезжал не часто, но и вместе с тем, то есть цирк для него тут отхерачили, понимаешь, вот такой несколько километров просто. Ну, мало ли, знаешь, чтобы Цезарь не кручинился тут, не скучал. Таракос крипонум опус. Не знаю, но звучит по-римски. Что-то прогноз немножечко, конечно, ошибся. Курт Кобейн выступает скоро. Да. Усы отрастил, бороду. Блин, надо было все-таки... Смотри мне. Расклейка. А, да? Прям расклейка? Все, капец. Ну, капс, да. Ладно, у меня дома клей-момент есть. Понюхаем. Я высушу и наклею. Короче, знаешь, кто это? Ну, это типа Ромул Рэм, да? Да. То есть, мне нечего тогда тебе сказать. Все, пойдем отсюда. Нахрен вы сюда пришли? Ну, уж расскажи. Нахрен ты сюда приехал, а че умный такой? Ну, в общем, вот одна из отсылок, собственно, к Риму, это волчица, вскормившая Ромула и Рема. Вот у нас одна стоит здесь, а другая на городской стене. Ну, это новодел, да? Да, конечно. Ну, по крайней мере, выглядит так.
Вот, сейчас пойдем завтракать, короче. Это одно из немногих заведений, где подают какие-то оригинальные завтраки, а не просто булку с чуризо. Вот, и самое главное, что здесь готовят самые чудесные вообще латте и капучино, потому что у них работает чувачок, который победитель международного конкурса как раз по приготовлению вот этих самых, напитков. Пойдемте, Капучино — это мой любимый напиток. Да. Вообще в Чтобы вы понимали, как бы в Испании вообще нет капучино. Ты говоришь, мне капучино, ты говоришь, кофе с молоком, конечно. Привет. Здрасте. Привел к вам гостя из Сербии, рассказать про ваше заведение. Что дают, надо взять меню. Вот. Да, здесь можно съесть яйца Бенедикт, можно всякие тосты, фокаччо, там все что угодно на самом деле. То, что не едят испанцы. Мифы, легенды, тосты. Именно, да. Так. Вот на английском как раз. Ну, нормально. Шакшука даже есть. Шакшука есть, да. Ни хрена себе. Это яйца, да? Да. Это слово, если что, это яйца. Блин, я не знаю. А ты что будешь? Я буду яйца Бенедикт. Яйца. Давай я тогда тоже буду. Вот эти, да? Можно взять одну порцию вафель, ну такая. Не знаю просто, сколько ты съедаешь. На самом деле, я просто ем немного. Ты меня видишь, я много жру. Рукола, это на каталан. Ага, да. Все сначала на каталонском, потом на сербском. На сербском, естественно, на сербском, как бы, потом, да. Потом на английском. Ведь мы же... Ракета? Это рукола. Рукола. Ракет. Давай я возьму какой-нибудь сэндвич. Давай его. Ну, пойдем сядем. Пойдем. Надо заказывать тут. Да? Ага. Все, не сядем. Сел? Короче, мне яйца Бенедикт с беконом. Так, и мне, пожалуйста, латте. Вот. Ему капучино. А он тут одного размера, да? Почему? А капучино можно сделать гранде? Ведро. Капучино? Да. Ну и кисель. Ага. Так. Не прям ведро. И вот он хочет какой-нибудь сэндвич. Я вот не знаю, что посоветуй что-нибудь, пожалуйста. Ну, с говядиной, да. Пастрами? Да. Все, да, заказали. Да, пойдем. На улицу или здесь? Какую улицу? Это- Что-то такое. Все, хорошо. Мы выдаем номер. Вот так теперь. Да. Немножечко помогу. Это после того, как ты заказал, сожрал и не оплатил. Вот это все из-за тебя. Я типа обычно нет, но вам лично не хочу. Un pas- 07. Счастливый номер. Вау. Ух ты. Две параметры. Aprovechen. Мерси. Ёшкин, как поварёшкин. Та-та-та-та. И я тебе скажу, что ты в обычном заведении, в испанском, такого, вообще не пожрешь, как бы. То есть тебе принесут какую-то... Слушай, ты... Мы, знаешь, мы для контраста, я тебе сейчас потом, чуть позже ты проголодаешься, мы прогуляемся, я тебя заведу в такое какое-нибудь классическое испанское заведение, ты посмотри, что тебе там, подадут. Слушай, ну после Сербии мне в любом испанском заведении нормально. Они вообще не запариваются по поводу... И они запарятся, Подачи. но вот здесь они запарятся, здесь прям вообще... Да, Смотри, это кофеёк, выглядит прям- настоящий латте и капучино, блядь, просто кофе с молоком. Куда мы вышли, Михаил? Улица, которая ведет к кафедральному собору, но мы находимся в старом городе. Это вот самое сердце нашей римской столицы. Так. Ну, как обычно, в общем, пешеходка, кафе, рестораны и история. Ну да. 3 основополагающих любого исторического европейского города. Ну сейчас мы подойдем поближе к кафедральному, я расскажу небольшую историю. То есть здесь в кафедральном хранится одна из важнейших христианских реликвий. Это фрагмент мизинца святой Феклы. Она покровительница города Таррагона, здесь ее называют Санта-Текла. Вот, и каждый год на день святой Феклы выносят, то есть огромное празднество здесь по всем
по всему городу фаер-шоу, А, большое красочное шествие и такой саркофаг с этим мизинцем внутри проносят по всему городу. Это считается таким большим, очень ярким христианским праздником. И люди выходят на улицу, чтобы поклониться, поприветствовать. И обойдя вот весь город, его потом обратно заносят сюда. Я, кстати, в свое время, благодаря своей работе, имел честь увидеть этот саркофаг в месте его хранения, но, к большому сожалению, даже епископ, настоятель этого кафедрального собора не приоткрыл для меня завесу тайны. сколько у нее пальцев или Да. какой тайны? Нет, ну там известно, что там фрагмент, но как бы сам саркофаг мне показали, но приоткрыть его отказались почему-то. А не поверишь, знаешь, о чем был сюжет? Сюжет был про пересадку органов. Да, прикинь. И автор вот так вот сделал такую, как бы, историческую такую, скажем. Кстати, о пересадке органов. Да, кстати, о пересадке органов и вот святые, да. Не, ну ведь, знаешь, ты вообще задумывался о том, что мощи святых, ведь это фрагменты их тел. То есть, когда говорят, что там такая-то икона там с мощами, ну, допустим, там той же святой Феклы, то есть там нету там как бы тела, там может быть волос в лучшем случае, или там палец, там рука или еще что-то. И я такой думаю, когда впервые про это задумался, я такой, так это же типа расчлененка, нет? Да. И то есть вот такой вот как Там бы... же еще, ну, сколько, если посчитать все эти фрагменты, там получается 20 голов, знаешь, там, Ну, 30 пальцев. это уже другой разговор, ну, само по себе, то есть, что просто такое, Ну, это типа... расчлененка, да. То есть, как бы, ребята, это же расчлененка, нет? Интересно, YouTube банит за слово расчлененка? Даже в таком контексте. Вот здесь, вот, если съехать панорамой с середины кафедрального фасада направо, то вот видно как раз, где уже отскребли, а где еще нет. Да, он скребут. Известняк. Слушай, ну это такой бар, который тоже построен, если ты обратишь внимание, внутри какого-то старинного, я не знаю, возможно, такая часть крепостной стены или что-то типа того было. То есть мне всегда кажется, что вот здесь зеркало, а на самом деле здесь просто вот зеркало, в котором ты не отображаешься, это вот здесь. Слушай, ну я бы сел бы здесь, И что мы будем здесь делать? а мы будем пить вермут. Так, как пить вермут? Вермут. Да, Я щас- знаю, как говорить правильно. Я сейчас, на самом деле, и вермут правильно, но в зависимости от того... Не-не-не, я теперь вернусь такой домой, приду к своему соседу Игорю. Игорь, привет. И скажу, Игорь, дали будешь вермут? А он скажет, не, Толя. И тут, да, и тут есть, на самом деле, важная деталь, что как бы и вермут правильно, но вермут это в Каталонии. Я сейчас расскажу почему. Только Хорошо. я бы хотел, чтобы нам его принесли сначала. Но solamente queremos dos vermuts. Es mi amigo blogger de Rusia, de Serbia, y él graba sobre Tarragona y me gustaría explicar a él sobre la tradición de vermut en De Tarragona. aquí, vale. Pero haz promoción de aquí también. ¿Sí? Claro, háblanos, que vengan todos aquí Muy bien. a comer. А говорит, вообще, у нас говорит, сегодня все ходят сюда, говорит, вообще-то, чтобы поесть, говорит, не просто выпить. Потому что у нас, говорит, все вот в меню дня, типа, и все правосед, говорит, Сейчас чтобы время обеда, поесть. да?
Ну да, 14-24. И, кстати, вот что меня подбешивает в Испании, ну это чисто моя личная боль, в Испании есть определенное время, когда ты можешь Как в Италии, поесть. как в Италии, да. Время еды это типа с часу до там 4, то есть если ты придешь там типа в 3, там 30, тебя предупредят в хорошем месте, что типа вообще-то у нас типа кухня заканчивается там типа через 30 минут, то есть заказываешь час или более, не жри вообще. Потом, как бы, ты, если в этот момент ты заказываешь, тебе там приготовят, принесут, и тебе такие... Вообще-то мы закрываемся, как бы. Нет, вы поешьте, конечно, но вообще-то... Ну, вот, то есть, блин, это подбешивает. Ну, Потому как бы что тут... у тебя У меня ненормированный, да, потому что нормальный день, нормальный, журналист, да. ты носишься. Это правда, да, и потому что нормальный человек, как бы... У него есть работа, на которую уходит, определенные часы. И сагири. Си. Мио. А его так частиком и пьют, что ли? Да. А он же сладкий, пипец. Что это такое? Это чисто каталонский вермут. И, кстати, этот вермут, он является спонсором нашей команды кастерьеров. Значит, не пьем его? Да. Это мартини, который как бы все подают, но как бы он невкусный. Си, дорогие. Мерси. Это вот этот вот. Давай. Да, загири. Вот так вот. А это нафиг. Ну, с края уберем. Ну да. Вот так пусть стоит. Давай. Ну, давай попробуем. Как его пить? Просто пить. Просто пить. Слушай, а он даже не сладкий. Они его разбавили. Нет. Нет? Я потому что с детства привык, мы, значит, покупали вот этот вермут. Ага. Дешманский вот. Сальваторе. Мне нравится расцветка полиции в Барселоне. А какая у них? В Сине-красная? Мадриде какая-то скучная такая, ну прям, полиция. А тут она какая-то сине-желто-красная какая-то. Да-да-да, разноцветная. сине-красная. И, кстати говоря, это Mossos de В Esquadra. полосочках таких. Да, Mossos de Esquadra, кстати говоря, в Каталонии она имеет свою собственную полицию. И когда здесь был Там госпереворот... было локал написано. Да, нет, локал это Джерони, участковый. я видел. Участковый. Это участковый, они везде, локаль, локал, да. Ага. А именно Mossos de Esquadra, это который синий-красный, бело-синий-красный точнее, это личная полиция Каталонии, то есть у них вот свой такой как бы отдел. И когда здесь был госпереворот в 2017 году, такой проведенный нелегитимный Мгм. референдум, Мы все знаем, да. новости. Вот, как раз первое, что сделало центральное правительство, это введя сюда свои войска, оно отстранило всю местную полицию от участия, чтобы как раз она не поспособствовала военному противостоянию. И, честно говоря, на удивление они послушались. Хотя в тот момент, я помню, я здесь работал, и здесь было очень неспокойно. Это была та Испания, которую я никогда не видел и никогда не мог предположить, что она вот такой может быть, потому что это реально было похоже на начало какой-то очередной, второй, войны. собственно говоря, Да. гражданской войны, да. Слушай, по-моему, эти кадры я видел у тебя на канале. Да. Давай прорекламируем заодно твой канал. Ну да, я... Сразу смущался, глазки Да, у меня есть свой канал на YouTube, где я освещаю новости Испании, Европы, России, мира, но в историческом контексте. То есть не просто пересказываю новости, а рассказываю, почему к этому пришло в тот или иной момент, в той или иной стране и так далее. Так что милости просим, ссылка там в описании или куда там Толик ее засунет. Вот, тыкайте туда ему и переходите, подписывайтесь, буду рад новым подписчикам. Обязательно оставляйте комментарии. В чем особенность моего блога? В том, что я, по крайней мере, про события, о которых рассказываю, в большинстве из них присутствую, вижу своими глазами, не просто стою предположения. Как минимум, да. События в Барселоне, то есть это те моменты в моей жизни, где я лез под эти резиновые пули и бежал снимать, когда люди бежали от выстрелов, я бежал снимать сами, кто стреляет, как бы. Это было, конечно, круто. 2017 год, 2019. У меня с той командировки осталась пара трофеев. Вот такими можно, такими нельзя.
и отснято это все ляжет в основу, в том числе моего документального фильма, потому что в Испании, по крайней мере, реально история сейчас повторяется. Может быть, гражданской войны здесь не будет, но около того сейчас уже происходит. Сейчас везде, наверное, так. Да, но даже до 2022 года, я хочу сказать, что в Испании уже чувствовался накал. И сейчас общество еще больше раскололось уже с внешним давлением, при этом. Поэтому, конечно, надеюсь, что гражданской войны здесь не будет, конечно, но все равно, да. Не дай бог никакой войны. Это правда. Ну ладно, посмотрим на красоту, да пойдем дальше. Знаешь, почему ты бежал к пулям? В тебя хрен попадешь. Это правда. Помнишь, что в этом Горичи был какой-то персонаж? Там, Иван, по-моему, Иван хрен попадешь, попадешь, да. Почему его так зовут? Да, и у него реально хрен попадешь. А почему его зовут хрен попадешь? Да потому что в него хрен попадешь, Ави. О, тут, кстати, очень классно, что у нас есть две бутылки. Это вот чье производство? Рос, не знаю, понятия. Я не пью мартини. Подожди, мартини кто производитель? Не Это, знаю, по-моему, кто название. Даже понятно, что это... Я пью пиво и вино, и водку. Ладно, для... Сам не знаю. Я чтобы просто не договорить. Здесь не написано. Дай. Сейчас. Подожди. Италия. Все. Италия. Вот, короче. Италия производитель, я же сказал. Да. Короче говоря, вот эти вот ребята как-то раз приехали в Каталонию. А тут недалеко. Там Италия, Франция, как бы и ты вот здесь. Вот, а Каталония, на самом деле, она изначально вообще как бы исторически достаточно богатый регион. То есть это одна из таких мест, тогда еще не существовавшей Испании, которая была вот, как бы княжество, прям монолитную такую, серьезно, богатая, громадная, вот из чего каталонцы сейчас, типа, что мы не испанцы, мы вообще-то. Ну, короче, приехали к ним вот это вот торговать, и они такие, типа, вкусно! А как вы это делаете? А как вы это делаете? И они такие, типа, короче, берутся вот травы такие, травы сякие, 5-10, такие, травы такие сякие есть, а 5-10 у нас не растут. А такие, да, в принципе, для этого напитка вообще любые травы. Такие, любые есть! и получился горький лист. И получился вермут из агиры, собственно говоря. То есть, который каталонцы просто взяли, сделали по рецепту итальянцев и сказали, называться он будет... технологии задолго до китайцев, как вот они. И они такие, типа, и как это называется? Вермут. А у нас будет называться вермут, понятно. И То все. только поэтому? Да. И вот именно в Каталонии, короче, вермут называется вермут. Так что... Обалдеть. Да. Значит, если ты путешествуешь по югу Испании, то, например, ты часто увидишь в барах на стритлайнах, вот этих вот, написано, например, там 2 пива, 1 евро. Ну и какие-то такие оферты, как они называют. Да, типа предложения. Спецпредложения, да. Вот когда ты путешествуешь по Каталонии, ты всегда увидишь, типа, оферты, типа, 2 вермута, 5 евро. Или там 2 вермута просто пататас бравос, там, типа, столько там. Потому что они настолько гордятся своим напитком вот этим. И один из главных производителей вермута — это родина Гауди, собственно говоря, Реус. Город. Когда переехали в Таррагону, я исполнил свою давнюю, не мечту, а желание. Я начал учить каталонский язык. Вообще, когда мы первый раз побывали в Барселоне, еще тогда вот этот каталонский национализм не был таким прям ярким. Там, в общем-то, в большинстве случаев были надписи на
испанском языке, но каталонский, он просто по звучанию очень классный такой. Мне прям вот вообще леет уши всегда. Да, мне очень нравится. Ну, это такая смесь испанского и французского. Как бы по звучанию, по крайней мере, очень похоже. Мы были во Франции, прям есть даже как бы отдельные слова. Например, каталонцы говорят «мерси», а не «gracias». То есть, «мерси» это прям вот, да. А это причем еще с чем связано, что Каталония же, она граничит с Францией. Более того, что на самом деле исторически Каталония, она разделена французской границей. Вот это испанская часть, а здесь вот ты, если даже в Google картах, если даже посмотришь, что Каталония, она уходит за пределы. То есть, например, город Перпиньян и чуть-чуть дальше туда, это каталонские города. В Перпиньяне тоже говорят на катала. Вот, и я когда впервые побывали мы в Барселоне, подумал, ой, блин, когда-нибудь мы переедем в Барселону. Я же не знал, тогда, что мы, блин, 8 лет почти будем в Малаге жить. Вообще, на испанском даже, блин, говорят через жопу. Вот. Короче, и как бы и выучу каталонский язык. Подожди, мы сейчас переходим дорогу по-каталонски, да, я так понимаю? Потому что я не вижу здесь мы по-петербургски переходим. По-петербургски? Да, сейчас. Нас пропустят, не переживай. Рано или поздно. Ну вот, и 8 почти лет эмиграции спустя, когда мы уже переехали действительно в Каталонию, я пошел на курсы каталонского языка. И вообще есть такой общий... Так. Сейчас. Вообще есть такой... Ну, я не назову это мифом, но такой стереотип, который говорит о том, что, типа, вот каталонцы, если ты с ними не на каталонском говоришь, что они такие, фу, типа, тебя там вообще за человека не считают. А я не могу сказать, что это совсем абсолютно не так, но и не могу сказать, что это прям 100% так. Суть в том, что когда ты иностранец, то тебе это простительно. Но если ты испанец, то все. Тебе, да, то есть, ты у вас амарир, короче говоря. То есть у меня была такая ситуация, я стоял в магазине, и передо мной стоял испанец. И он говорил с кассиром на, как они его называют, обычный испанский язык, кастильский. Вот, то есть он говорил с ним на кастильском, а тут прям нарочито ему отвечал на его все вопросы на катала. И я такой стою, такой думаю, блин, а мы только переехали, я такой, типа, каталонского не знаю, там, ну, там, бон-диа, как бы, да, там, типа, вместо буэнос-диас, вот они говорят. Ну, я такой подхожу, у меня тоже как-то, я еще не помню, был вопрос. Я ему такой, а он мне такой раз, такой, на кастильском отвечает, нормально так. Я думаю, странно. А потом просто допер, что это именно вот фишка в том, что если ты иностранец, такие, да, блин, хорошо, ты этот собачий, блин, испанский знаешь, а. Как бы, но, когда я уже начал учить катала и хожу тут в одну винную лавку, вот, прихожу и там, говорю, там, пужат вермут сплав. Пожалуйста, мне вермут налейте мне, пожалуйста. Вермут, да, вермут. Именно я чуть позже расскажу. Вот. Питер пошел. Да. Ну вот, да, налейте мне вермут, пожалуйста, знаешь. Он такой, о, ты там хорошо говоришь по-катала. Я говорю, ой, да ладно вам, я всего несколько месяцев учу. Он говорит, ну ты знаешь, вообще-то, типа, тут у нас ходят клиенты, которые там 20 лет, типа, здесь живут, а по-катала вообще, кроме бонди, ничего не знаю. Да, это приятно. И они, конечно, когда говоришь на их языке, там, криво-косо, но каталонцы, они прям с большим уважением к этому относятся. У меня был такой профессиональный опыт. Мне просили снять интервью с внучкой Пулитцера, в честь которого названа премия, собственно говоря, им же учрежденная. Вот, а у нее была постановка в театре Лисео в Барселоне, и я написал запрос на катала, и мне ответили в течение 10 минут. Одобрительно. Просто сказали, завтра в такое-то время приезжайте, Михаил. И как бы, да, целую, да. Целую, и как бы вас, да, парлас каталан, мол, да.
Единственное, что вот не дописали. И как бы это, конечно, стратегически такая важная вещь, когда ты живешь в Каталонии, если говоришь, ну, для меня, как для журналиста, это, конечно, такой отдельный, как знаешь, такое стратегическое оружие, можно сказать, для продюсирования. Но вот это прикольно. Ну и мне самому нравится, на самом деле. Мне кажется, когда тебе самому нравится, и ты на этом языке хоть криво-косо, но говоришь, то все равно, как бы это, мне кажется, как-то чувствуется. Вот там уже толпа. Ага. Ну все, туристы попросыпались. Дождь почти кончился, да. Ну а еще, как я уже говорил, наша семья же кастильеры, вот, а там только на катала говорят. То есть все команды на катала, Ну, там, это логично, там да. Амун, там, и так, ну, Амун это вверх, типа, вперед. Ну, в смысле, вперед, в смысле, вверх, давай. Вот, и так далее. И это, конечно, тоже такая хорошая практика каталонского. Единственный, как бы, момент такой был, что я когда начал учить катала, то есть там уже прошло время, как я ходил, и они знают, что знали, что я не говорю на каталонском. Вот. А я тут как бы раз заговорил. Да-да-да, я такой раз заговорил, а они такие по привычке со мной все равно на Кастильском. Я такой, и ребята приходилось говорить, так, ребята, как бы мне нужна практика. Там, это практика. Сисплау, парлем катала. Говорит на иностранном. Да, говорит на иностранном. Это, конечно, классно. О, какие-то еще тут. Ну да, у нас тут есть, кстати, в городе какие-то такие вот места, которые непонятно. То есть оно загорожено, вроде расчищено, неясно. То ли это что-то будет, то ли что это такое. В одном из таких мест вдруг появился бар. Он еще не открылся, но как бы, ну, там уже просто все... Там палаточка такая, какой-то импровизированная такая барная стойка, эти стульчики поставлены. Вот с нетерпением ждем, когда откроются, как бы пойдем посмотрим. Такой, хочется в таких атмосферных местах Как типа отдыхать. руин-бар в Будапеште, эти знаменитые руин-бары, Да, вот которые открывают. подмонтируй, чтобы мы потом тоже обратили внимание, посмотрели. Что еще бесит в Испании? Такого вопроса не было, кстати, но ты, можно не волнуйся. Это уже от меня. Чисто от просто... А Михаил, а что вы... Нет, а теперь перейдем к вопросам от наших подписчиков. И вот вопрос от Михаила Блохина. Михаил Блохин, а что было самым бесячим в Испании? Не знаете, самым бесячим на самом деле в Испании это образовательная система, Да, которая серьезно? абсолютно не образовывает, отупляет и самое бесячее... А примеры есть какие-то? Примеры. 4 года подряд дети учат круговорот воды в природе. За что? Зачем? За что? Ну, я не знаю, за что, блин. Мастерски, за что? Зачем? Я тоже не знаю, зачем. То есть, как бы, чтобы, наверное, вот прям выучили. То есть, я причем даже, как бы, если бы они здесь все, как бы, потом какую-то профессию шли с этим связанным, не знаю, в метеорологии, например. Ну, как, знаешь, там, типа, в каждой стране есть какие-то профессии, которые более востребованы. Например, в России, там, менты, например. Там, как бы, а я вот не слышал, чтобы в Испании метеорологи. То есть, вот этот круговорот воды в природе, это странно. Потом отдельное внимание я бы уделил, конечно, вот этим просвещением в половой как бы сфере. То есть, когда ребенку 8, и ему говорят, типа, постой, не спеши определяться с полом, потому что, возможно, ты мальчик в теле девочки или наоборот, как бы. Мне кажется, это немножко так пованивает пропагандой какого-то, блин, совсем нездорового. Вот эта повестка последние года 3-4, она прям очень жесткая. Это прям видно, причем по нашей с Катей старшей дочери, которой сейчас 13 лет. То есть, когда там ей было 8, она пришла такая... Нет, не то, что она пришла, мы шли куда-то после школы, она такая: пап, а как ты считаешь, я больше мальчик или девочка? Я такой: чё?
А, Ну, физически явно девочка. как бы я говорю, с чего, говорю, ты решила задать такой вопрос? А она такая, ну, нам сегодня приходила учительница, которая говорила, что вот, типа, там, не спешите. Я считаю, что, ну... 8 лет это что-то прям... Мое личное субъективное мнение, что это рановато. Да, а в Испании принято давеча закон, когда, что ребенок, а не ты как раз, до 12 лет, в 12 лет может сам выбрать, как бы, что он хочет поменять пол, и если родители этому противятся, их лишают родительских прав. В целом, как бы, люди могут сами выбираться, Да. с кем но, ну, как бы, я не за, не против, ну, то есть, как бы, я... Да пофигу, ну, На- то есть на- это я, как нормально. бы, да, я да. считаю нормой, как бы, то, что у людей такая вот ориентация, там, мальчик в теле девочки, там, бывает это все, но я против пропаганды этого. Ну, что такие вот квартальчик у нас есть, посреди нигде. Ну, чистый Питер. Да, Есть, Брамауэр, 2 штучки какие-то, типа для детей. Дерево. Да. Кто-то отработал госзаказ на площадку такую, просто поставив самую дешевую херотень, которая просто А там была. одна и та же фирма ставит в России, цветной вот этот. Да. А в идеале еще, знаешь, каким-то там Билайном там заключить, чтобы это было в желто-черный покрашено, за чужой счет построено. И такой, я себе такой, 3 миллиарда, отлично, освоено. О, тут вообще колоритно. Вот это, мне кажется, да, самые колоритные тарагоны. Ну да. Ну это понятно, что вот это вот уже новострой, но А, вот вот эта это вот новострой. арка, например, она, это, ну, как бы определенно точно это старая постройка. Потому что, видишь, как они, Ага. во-первых, кирпич тонкий, Да, ну сейчас да. такие не делают, и они его, видишь, как укладывали. Для меня вот до сих пор это загадка, как они эти арки, блин, делали. Что это все вот не рушится, хотя там над ней, А это смотри. физика, это физика. Да, смотри, над ней, и вот там еще, вот, видишь, Да. 1, 2, 3, 4 этаж. И над ним еще какая-то надстройка, явно российского... Мансарда явно российского производства, как бы. Как помнишь, на Невском была такая история, там, типа, по... целый этаж, чтобы, блин, построили, потом прокуратура потребовала разобрать его. Да. Так там до сих пор есть вот такой вот балкон старый, где-то за БКЗ. Вот такой. И в нем пластиковая белая лоджия. Просто вхерачена в историческое здание. Да. Ну вот, видишь, как бы, вот тебе лучше отсюда снять. Вот видишь, тоже, это прям старинное Ага. здание, но вот не могут отреставрировать. На самом деле, беда Таррагона в том, что, в отличие от Барса, например, и даже от Малаги, хотя Малага это юг, это вообще какая-то, блин, ну, для меня, я считаю, что Малага это как, блин, большая южная Деревня? деревня, да, размером с город. Но проблема Таррагона в том, что она неизвестна, как бы неизвестна ни туристу толком, ни инвестору. То есть вложить сюда бабки было бы пипец как круто. То есть вот это вот здание внутри, оно полое. Ну, вот здесь как бы живут люди, ну, вот посюда примерно. Вот примерно посюда вот здесь живут люди, но это новодел. А вот это все здание, вот это вот замурованное, оно полое внутри. То есть если его, например, отреставрировать, если можно сделать какой-нибудь там культурный центр, я не знаю, что угодно, да хоть ТРК, блин, что захерачить, в конце концов, раз уж там не получилось. Но из-за Подожди, я того, тебя что- перебью. А это французский же? Нет, это, Это один в один. Я в школе французский учил. Петит маленький. да, Деталь. да, это маленькая деталь. Да, вот. маленькая То есть деталь. о чем Французский, говорю, чистой что вот воды. каталонский, он очень похож на французский. Да. Вот petit деталь. Ну там не ун, там ле или ля. Ну да, но тем не менее, то есть. Класс. Так, продолжаем про здание. Ну, то есть, как бы, Таррагона, она лишена нормального спонсорства, и в этом ее беда. Хотя город здоровый, мы с тобой Город ходим. достаточно большой, то есть для, ну, по испанским меркам он Да, большой. он и по сербским. Теперь уже я с Сербией сравниваю. Но Да, висак, чистой воды, но висак. это, ну, грустно, потому что здесь, вот, например, у нас же у русских как? Мы видим какой-то, блин, пустырь, и у тебя там сразу небоскреб.
в голове, да? Бизнес-план. Бизнес-план, да. А здесь они видят пустырь такие. Пустырь. Понимаешь, в этом беда. Здесь есть заброшенное огромное просто место рядом с пляжем. Там реально можно было бы, ну, захерачить филиал Русского музея, например. Из Малаги его выжили из-за войны. Вот, потому что спонсоры... Там же, там сюда. Когда началась война, Русский музей в Малаге почему закрылся? Потому что на самом деле большая часть его коллекции составляли экспонаты частных коллекций, а не загашников Русского музея Санкт-Петербурга, как это некоторые думают. И началась война, и началась вот эта вот антироссийская вся тема. Просто те, кто предоставляли Русскому музею свои работы из своих коллекций, они как бы позабирали, чтобы просто не отжали. Ну типа, да, частные, в смысле, это не русские люди? Это частных коллекционеров имеется. Нет. Кого угодно. Кого угодно, там, российских, европейских, как бы. То есть не все там, если я не ошибаюсь, доля самого Русского музея в этих коллекциях, выставляемых там, составляла 30%. Ну, может быть, 50. Так вот, здесь есть отличное место, где вот реально бы вписался Русский музей. Нет, не здесь, это просто да, стена. Я просто снимаю красивую стену. Да, но тем не менее... Испания идеальная страна для иммиграции, я хочу сказать. С одной стороны. Ты же говорил, что тут... Да, мне она не нравится мне с точки зрения... Смотри, чувак, как выразился один мой дружбан, я здесь жил почти 8 лет, как человек-офшор. Ага. Я здесь еще не стал налоговым резидентом, а там уже перестал. После 180 там 3. И как бы все, что я здесь зарабатывал, как бы налоги я не платил никому. Другое дело, что в конечном итоге я пришел к выводу, что мне нужно становиться, ну, как бы, вернее, то, что я пришел к выводу, мне объяснили, что можно стать резидентом, будучи нелегалом, по ИП в Испании. И там первые 1,5 года как бы у тебя есть определенные льготы. Самое задроченное здесь – это соцстрах. То есть как бы даже не налоги. У меня есть бизнес, я по нему работаю, я по нему плачу. Сначала как бы это все, в принципе, неплохо, потому что 60 евро в месяц несложно. Когда у тебя становится соцстрах 300 в месяц, а ты зарабатываешь... А на всю семью потом 450, когда Катя стала работать. А ты зарабатываешь все те же 1100. Это совершенно разные вещи. Это прям пипец разные вещи. И у тебя налог. Да, плюс налог у тебя как бы получается. В Каталонии самые высокие налоги, да? 20 сколько? 4%? Да. И как бы, и ты такой... Типа, а жрать на что? Извиняюсь за выражение. 400 евро оставшихся, сколько? Так у тебя не остается 400, потому что у тебя минус соцстрах, там, типа, у тебя ты отсюда еще вычел 24, у тебя там осталось, блин. А у тебя же, ты за квартиру еще, ты забыл, что за квартиру еще должен заплатить. Подожди, а 24 вычитается от всей суммы? Нет, от минус расходы. От чистого дохода. Ну как в Сербии, да. Ну это много. Это много. Ну, то есть, как бы 20... А если ты, не дай бог, блин, много зарабатываешь, то ты прям там мало зарабатываешь, как бы. Я не знаю, ты как у Бузовой, прям мало половин, очень мало половин. Понимаешь, что если как бы ты такой зарабатываешь много, а зарабатываешь мало при этом. Нахер тогда, как бы, какая получается твоя выгода работать на эту страну, чтобы отдавать ей половину своей стоимости своего бизнеса. Тебе же проще тогда уйти в черную. Ну да. Например, в Испании есть такой закон, который запрещает нанимать постоянного сотрудника в качестве аутонома. Аутоном — это ИП. То есть, если у тебя чувак работает, там, типа, 2-3 заказа тебе выполнил, окей. Если ты нанимаешь такого человека, у тебя просто сразу вот такие расходы. И опять ты, получается,
ты зарабатываешь там, допустим, там 100 тысяч в месяц, в год. 41 у тебя налог, потом у тебя соцстрах этого сотрудника одного только будет где-то. Ну, работают же бизнесы, вот мы с тобой сидим. Как они это Смотри, делают? кто работает. Этот бизнес держит китайцы. У них налоговые льготы в этой стране. Они, когда налоговые льготы заканчиваются, они перепродаются брат-сестре этот бизнес. И налоговые льготы дальше. Сами испанцы какой выход? в Испании продают свои бизнесы китайцам уже год за годом. Самые там такие бары, в которые мы ходили, сейчас стали китайскими. И с одной стороны, как бы, это даже лучше, потому что, например, они открыты круглый день. У них нет такого, что у них сидят 3 человека, похер, они все равно, у них открыта кухня. С точки зрения, как бы, нации, Аутентик. аутентики, да, как бы. Ты же приезжаешь в Испанию, ты хочешь, ну, как бы, к испанцам зайти, да, так, наверное. Логично. А ты такой заходишь к китайцам. Такой. Потому что этот бар еще 3 месяца или 4 месяца назад был полностью испанский. Здесь другие люди работали. А теперь вот так. Задумался о смене национальности, прежде чем эмигрировать. Лучше выбирай китайскую. А это что такое, куда мы идем? А это крепостная стена, которая окружает город. Это тоже такая, как смотровая площадка. Я предлагаю в этот раз все-таки воспользоваться моей предыдущей идеей и как бы вот тебе показать вот это. Попробуй. Сейчас да? Ну или... Bom dia. Merci. Adeus. Вот так. Все. Сколько ты мне сэкономил? 5 евро. Спасибо тебе большое. Купим 5 бутылок пива. Вот. Крепостная стена, она же такой какая смотровая красота. площадка. Да, круто. Блин, вот реально, мне Таррагона нравится тем, что она такая, знаешь, маленькая, но масштабная местами. Вот смотри, какая лестница большая, да? То есть Да. вот это все. Сейчас мы поднимемся, там будет красивый вид на новый город, но не такой, конечно, шикарный, как с башни Притории, но тем не менее, все А равно. мне, знаешь, что нравится в Каталонии? Мы вот были в Жироне, ну и сняли квартиру. Она такая, тоже историческая очень, но компактная. Да. Там маленькая стена, маленькие улочки. Все так рядом друг с другом. А здесь как-то оно, опа, вроде из той же эпохи, да, вроде, ну не из той же, ладно. Вроде тоже историческое. Ну вообще другое. Просто кардинально другое. Жирон очень классный город. Мы там как-то отмечали нашу годовщину с Катей и жили в квартире, которая находится внутри, собственно говоря. Пытаемся Мишу отучивать от этой фразы. Да? Мы А как без этой фразы сказать? Вот, и мы жили в квартире, которая встроена в крепостную стену. Ого. То есть, я думаю, что это, наверное, может быть, раньше даже была какая-то типа Бастилия, знаешь, какая-то, может быть, темница, но такая, ну, такая квартира-студия, выглядит очень атмосферно. То есть вот такие вот стены, Ага. то есть там, ну, правда, там современное окно на улицу, но там понятно, что ты как бы не на углях там посреди этой квартиры жаришь мясо, но тем не менее выглядит очень классно. Мы сейчас тоже напротив исторического центра, на пешеходке, и очень классно, там прям центра. А в Жироне мне еще очень понравился музей кино, да. Там автограф Линча, говорят, висит. Ну, да, блин, придется ехать снова, я не видел. Слушай, а здесь какая-то сцена, да? Да, это наш современный уже амфитеатр. Ага. Здесь каждый год проводят всякие симфонические концерты, ну и не только, в принципе. Ага. Вот, видишь, мне рухнуло, такую штукенцию поставили. Да, и дождь все-таки продолжает заливать мне линзу. Да. Скотина. И снова седая дождь. Ага, пушки. Да, и, собственно говоря, пушки.
Блин, я не припоминаю, что у меня это словосочетание было паразитирующим таким. А ты потому что пишешь же тексты себе заранее, да? Как Да. журналист. Да. Ну вот, у меня такая же фигня. Я стендап Цезарь Август. нормально читаю, а говорю Вот, их видишь, тут не очень. можно вот тут потереть, загадать желание. По 3 Но чтобы Цезарю. оно именно исполнилось, надо потереть вот там. Тебя лишат гражданства. А у меня его нет, пусть лишают. Цезарь запретил делать памятники себе в более таком, ну, как бы, старом, дряхлом возрасте. То есть все памятники, которые ему построили, они такие примерно, ну, не знаю, лет 35, мне кажется, максимум 40. То есть он, чтобы он был всегда такой вот вечно молодой, вечно красивый. Это школа. А, это школа. Похоже на тюрягу, конечно, но тем не менее, это школа. Ну да, вот эти как побег из Шоушенка, где он выкидывал землю из Да. сапог. Да, именно. А это вот там вдалеке и есть район Сан-Пере-Сан-Паулу, в переводе на русский Святого Петра и Павла. Вот, а где мы жили в Малаге, вот он выглядел точно так же. Это такой вот рабочий крестьянский район с кирпичными домами без лифта. всё. Такие, знаешь, Вот хрущевки испанские такие. Не Да, знаю, да. как бы их тут назвали. Франковки. Франковки. если- Я называю в Сербии титовки, так А, что да, здесь да. можно франковки. Да, в принципе. франковки. Собственно говоря. Самое удивительное, что уже тогда римляне, понимаешь, вот могли вставлять вот такие вот стеклопакеты, и вот это меня поражает больше всего, понимаешь, вот хожу здесь, смотрю и думаю, ёпарасоте, вот это вот цивилизация да. была, вот это мозги, понимаешь, вот. Когда вот у нас стеклопакеты в России появились? Уже, говорят, в поздние 2000-е, да? А Ну здесь да. вот Назывались строение отстроено до нашей эры, хер пойми в какие века, и стеклопакеты. Шикарно, мне кажется. Да. Нет, просто реально лучшей погоды погулять по Таррагоне я не припоминаю. Ну я вообще везучий парень, понимаешь? Зато будет свежо, сказала Катя сегодня утром, когда я снимал белье с веревок. Промокшие. Да, промокшая такой. Там дождь, такая. Ничего страшного, зато будет свежо. Катя у тебя позитивный человек. Это да. Куда целиться-то? В тот район. Так это новые укрепрайоны против нашествия русских войск, как бы вот. Они оттуда пойдут? Ну, у нас здесь, знаешь, как бы, в принципе, насрать, откуда идут. Просто это новейшие гаубицы, вот буквально на днях вставшие на вооружение этих самых армий Испанского королевства, да. Вот, так что, как бы, готовы, конечно. И вот мы видим новейшее вооружение королевства Испании, на которое было потрачено больше 800 миллиардов евро Евросоюзом в рамках этого новой инициативы Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Европейского Союза. Мне кажется, ты орал на всю Таррагону сейчас. Ну, в целом, да, с первого раза, почти без запинок. Что-то такое в духе программы «Максимум» у тебя сейчас. Да. Мне Катя хочет как-нибудь сделать такую пародию на стапы российских ведущих, то есть там, типа, знаешь, там Ираду Зиналову, там еще даже и как бы снять это из серии там реакция зрителей на, то есть, типа, когда люди, знаешь, смотрят там НТВ и такие, типа, блядь, Корвалол. Знаешь, там, типа, телеканал России, это, типа... На первый давно новости не смотрю, но я помню в свое время на Первом канале там был такой ведущий, как будто с трактора сняли, знаешь, вот такое, типа, а теперь будешь читать тексты. Я думаю, я не умею читать. Вот в этой серии, то есть, как бы... Испанцы долгое время пытались прокатить на теме того, что, типа, моя хата с краю, ничего не знаю. Вот, но на самом деле, как бы, им нифига это не удалось, потому что, как бы, они такие отхатились, так сказать, с краю, а потом поняли, что у них
закрывают школы и больницы, Зачем? сокращают, чтобы вот этот план на 800 миллиардов Урсулы фон дер Ляйен перевооружения Евросоюза. А сейчас с этого года же, с этого месяца точнее, еще же 5% вместо 3,2 как бы должны все страны платить. А, то, что Трамп сказал, да? Вот это Да. вот. Давайте. И, в НАТО. Я, понимаешь, самое обидное в этом во всем, что я, живя здесь, понимаю, что, ну, как журналист, как бы слежу за повесткой, так сказать, да, и понимаю, что окончание войны с Украиной, оно не закончит, как бы, экономическую войну с Россией. Да. Не будет такого, что мы там сказали, все, до свидания, как бы мы закончили, как бы достигли своих, как бы, Путин там, типа, целей. И Евросоюзки, как бы, до свидания, Франции, до свидания, Запускаем лоукостеры из да, Будапешта в Петербург. все, блин, слово Боинг снова можно, блин, актуализировать через Лена Microsoft. хорошую мысль сказала, тоже журналист, наш коллега в Жироне, который живет, она сказала хорошую мысль. У меня такое ощущение, ну мы обсуждали это, что типа первый уровень игры это был ковид, мы так поиграли, получили ачивки, да. значит, заработали какую-то броню, сейчас, значит, второй, прям сразу 20-й начался, вот эта вся тяжелая штука, она такая. У меня такое ощущение, что этот уровень вообще не последний. Так, Михаил, где мы? Короче, это Рамбла Нова, это типа, не знаю, нашего Арбата, наверное, если сравнивать с Москвой. Короче, а вот это памятник кастельерам, это такая каталонская традиция, с недавних пор внесена в нематериально, да, с недавних пор внесено в нематериальное наследие ЮНЕСКО. То есть это вот такие башни здесь в Каталонии строят из людей, и я, мои дети, мы тоже участвуем в одной из команд Каталонии. В прошлом году наша команда заняла 3-е место в конкурсе, то есть это такой чемпионат просто. Это, там, знаешь, он проходит на арене для боя быков, там собираются 14 или 12 там самых лучших команд Каталонии. И там, знаешь, я помню свое первое впечатление, когда ты выходишь и чувствуешь себя просто, блин, Месси. Но только тебе не надо столько, блин, усилий прилагать, для чтобы это почувствовать. Тебе все аплодируют, целый стадион людей. И там, знаешь, когда они строят вот эти башни, там бывает и повыше, кстати, это 8, по-моему, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, 8, а самая высокая 10-этажная, то есть это еще выше. Ага. Вот, и там воздух просто звенит от напряжения, то есть постоянно кто-то падает, там, блин, просто творится полная жесть. Это очень круто, я хочу сказать. Ты знаешь историю вообще возникновения? Ну, типа говорят, что, в общем, поскольку Каталония такой нищебродский раньше был регион, то как бы от нехер делать. Типа дети играли, кто выше как бы заберется друг на друга, и оттуда пошла эта традиция. Ну, я не сильно в это верю, ну, хотя, в принципе, с другой стороны, может быть, это и так и есть. Но я хочу сказать, что на самом деле каталонцы с большим таким уважением и большим очень трепетом и очень по-серьезки относятся к этому, ну, как бы меня подмывает сказать, видом спорта, но если так скажешь, каталонцы просто по щам могут залепить, потому что для них это не спорт, это традиция вообще-то. Мне было так сказано. Нет, это цитата сейчас была, да. Вот, поэтому, конечно, а если здесь кастельеры, а если антикастельеры, которые ты все... строят? Нет, да, туда, в недра, которые как бы против всего этого. И даже у нас вот в команде есть, например, кастельер, у которого сын, там мужчина, у которого сын как бы антикастельер, он все это вообще презирает, говорит, папа, ты хватит заниматься, строишь башни здесь совсем. Пережитки. Вот именно, да, Франко на тебя нет. Ну, кстати говоря, при диктатуре Франциско Франко Кастельс бытует такое мнение, что Кастельс вроде как был запрещен, но на самом деле мы тут раскопали, что в одну из там юбилеев Франко, между прочим, даже Кастельс строили типа в его честь, поэтому все тут тоже, знаешь, вот сейчас в Европе мода на переписывание истории Второй мировой войны, а испанцы, вот сколько я здесь живу, активно
переписывают историю своей гражданской войны. Они сейчас, вот, например, при власти левые, то есть потомки тех, можно сказать, республиканцев, которые воевали с франкистами, они прям вот такой, эту главу в жопу, а эту нахер. Как бы вот так вот все идет. И там принятый недавно закон об исторической памяти, он скорее, не знаю, там, как называют его, собственно говоря, потомки франкистов, закон об историческом позоре, потому что выкидывает важные главы, собственно говоря, истории страны, потому что в гражданских войнах не бывает, с моей точки зрения, и, собственно, с точки зрения самих испанцев, как бы ни хороших, ни плохих. Это все-таки противостояние двух сторон одной и той же нации. Кстати, вот смотри, вот такой вот здесь мураль. Вот это наша команда. Коежова, Шикедзе, Таррагона. Ага. Вот. Сиреневенькие такие. Да. Вот здесь дальше это команда Шикедзе, Таррагон. Это самая старейшая команда нашего города. Это Серрайо. Это рыбацкий квартал, который находится возле, ну, соответственно, возле моря. Вот, если мы сюда пройдем по говнищу, то увидим Сан-Пау, это в переводе на русский это район Святого Петра и Павла, который немножко так на выселках от города находится, типа такой совсем новый район, рабоче-крестьянский. Вот у них как бы такая вот зеленая, или можно даже сказать бирюзовая немножко форма. А почему некоторые в шлемах, а некоторые нет? Но конкретно вот здесь это олицетворение самой верхушки башни. Там всегда вот доджус, это двойники, которые становятся вот так вот, как бы пирамидкой такой. На них забирается лягушка, так называемая, и последняя девушка от Шанета, она должна перешагнуть через лягушку и успеть махнуть рукой, вот как здесь изображено. Ага. Вот, они как бы в касках, потому что они, да, они всегда в касках, потому что это самые верхние, если башня рушится, то у них самый большой шанс поломаться. На самом деле, вообще, надевать каски, кастельеры стали, если я не ошибаюсь, чуть ли не в 2011 году. Тогда при падении одной из вот таких вот высоких башен погибла девочка. И тогда правила Кастельс были пересмотрены, и, собственно говоря, для защиты тех, кто лазает на самый-самый верх, стали использовать шлемы. Ну вот, по-моему, вот как раз на этой фигуре, она как раз построена достаточно давно, там, видишь, вот самый верхний ребенок, он еще без шлемака. Да, без шлема. Так, тут чувачок от дождя спрятался, я вижу. Ну да, это его спрятали. Что, пишем, да? Да. Короче, Каганер, или в переводе на русский Срун, это такой символ благополучия Каталонии. Если мы приглядимся, вот здесь еще у нас дождь, но тем не менее вот здесь вот куренька такая вот у нас лежит, да. Вот, и в Каталонии делают тут в разных мастей, то есть классический, в красной шапке, как бы такой каталонский классический наряд, но вообще вот есть и там и всякие политические деятели, там вот там Пучдемон, вон Путин, Зеленский, кстати, рядом сидят, срут его. Как бы, казалось бы, в одно поле срать не сядут, но вот в Каталонии возможно все. Да. Вот, это... Ну и всякая поп-культура вон там. Да. Ну да, тут там... Что это такая за традиция? Ну, вообще она как бы относится к таким временам более аграрным, скажем. Это, знаешь, как есть такой анекдот, когда еврей едет в поезде, а на одной из станций он должен встретиться со своим отцом. Ну, он едет, короче, в купе и там своих спутников там. Вот, мы встретимся с папой, и я ему такой расскажу, как я преуспел в жизни, как у меня все хорошо, там, типа, вот. И что я там как хорошо кушаю, там, ну, там, хорошо выпиваю, туда. И тут там, остановка на станции такой-то будет, там, типа, всего 10 минут. Он такой, ну ладно, короче, просто расскажу, что я там хорошо закончил университет с отличием, у меня классная жена, классная жизнь, у меня, короче, я хорошо зарабатываю, там, типа, остановка на станции такой-то, там будет всего 3 минуты. Так, ладно, просто скажу, что я женюсь, хорошо зарабатываю, и у меня все хорошо. И там, остановка на станции такой-то не предусмотрена.
И ты как бы все такие, ну давай, расскажи своему папе, какая у тебя жизнь удалась. И он такой открывает окно, там проезжает, короче, до платформы. И папа такой, сынок, ты какаешь? Он такой, папа, какаю! И он такой задвигает, а садится такой в вагоне довольный, такие, а типа все в недоумении говорят, что ты такой довольный? Говорит, ну как же, говорит, если я какаю, значит я хорошо ем, если я хорошо ем, значит я как бы хорошо зарабатываю, если я хорошо зарабатываю, значит мне все хорошо в жизни. Так и здесь практически вот, то есть у каталонцев типа пожелать дерьма, это значит как бы пожелать, чтобы у тебя было много, так сказать, удобрений, чтобы почва росла, все колосилось, как бы, и ты получал, соответственно, с этого определенные Преференции. дивиденды. Свинка Ну, Пеппа, я вижу. Да, Пучдемон, это бывший президент Каталонии, который Ну, устроил... Он похож на Вучича. Вот, Чарли Чаплин, Мистер Бин. вот это Мистер прикольно, Бин, да. А также хочу обратить твое внимание на... Это ваша команда. Да, это вот наша команда. Но у нас дома есть такая же срущая. Это какой-то просто... А вот, да, срущие костерьеры. Слушай, ну это, конечно, забавно. Ну да, то есть это как бы ну, местный такой вот колорит. Это то, что, знаешь, вот нужно объяснять, иначе это просто не понять. Даже когда объяснишь, многие не могут это не понять, да? Что? We are the champions. Так, Ну типа, ты, не, мужик, похуй, я конечно, накрал. красавчик. Это женщина. Ну ты, женщина, конечно, красавчик. Пойдем. Ну а ты куда едешь? Ква-ква. Я Так смотрю, сказать- у вас водят как в Белграде прям. Я как водят в Турции, честно сказать. Я посмотрел, нас встречала подруга из аэропорта и везла домой. Я посмотрел, как водят в Турции, и подумал, не было прав и не получается. Ну, кстати говоря, у меня российское право есть. А в Испании, кстати, вот еще одна такая задрочила вот такое есть, что если у тебя есть российские права, они вообще ни хера не значат, как бы здесь. Единственное, где ты можешь по ним взять машину, то в автопрокате, если не показываешь то, что ты резидент страны. То есть просто российский загранпаспорт, права и такой типа, пожалуйста, выбирай. Нет такого, что типа надо через полгода поменять. Вот в Сербии так. Через полгода тебе нужно не поменять, а заново выучиться в Испании и сдать на права. Короче, стоит это удовольствие порядка 700 евро. Пипец. Каждая передача. Каждая пересдача обходится порядка 300, потому что ты не можешь просто такой не сдал, перешел там на следующий день и сдал. А ты не сдал и как бы должен еще взять 10 уроков, каждый урок, ну раньше, по крайней мере, стоил типа, порядка 30 евро. И как бы 10 уроков ты прошел, получил сертификат прохождения еще 10 уроков, и тогда только можешь пересдавать. Офигеть. То есть некоторые люди там тратят просто колоссальные деньги на то, чтобы тупо пересдать, как бы, и, ну, в смысле, сдать наконец-то на права. Поэтому я подумал, что я знаю, куда потратить 700 евро, а то и больше, и просто решил не сдавать. А вот, кстати, смотрю, тут везде игровые автоматы. Здесь типа разрешены игровые автоматы? Нет, не запрещены, это просто как бы не снимать. Ну да, слушай, это немножко норма. удивляет. Обычно, ну, либо выделяют А зону меня- какую-то. Не, здесь это в порядке вещей, это в каждом втором магазине, короче, и баре стоят. Меня больше всего удивляет, что там, знаешь, призовой фонд, там, типа, а-ля 20 евро, люди такие, типа, туда деньги закидывают, я такой, типа, чувак, а ты сколько отсюда унести собираешься сегодня, вот, как бы, Ну, поэтому, да, это очень они странно. закидывают за эмоции. Закидывают. Слушай, в Испании идеально закидываться вином за эмоции или вермутиком. Вот, Ага, пешеходный, опять вот пешеходный переход. По-сербски переходим. Не, ну опять. как бы Вон вот, пешеходный смотри, переход, вот так-то, Миша, вот Нет, он. вообще-то вот пешеходный, знак пешеходного перехода. Как бы, Ну, в Таррагоне. конечно.
Они что, поэтому стоят, что ли? Это знак танца, надо танцевать. Вот эти ребята так Так и ходят. Так и ходят, да. Я не могу сказать... Во-первых, как бы эта тема, знаешь, вот то, что я устил, живя здесь, это что Евросоюз — это очень номинальное название. Не какой-то не союз. Потому что, я тебе просто объясню, в каждой стране на самом деле свои собственные правила. Ну, да. Союз, он очень номинальный. Все и, страны очень разные. и как бы вот эта вот политика дебильная абсолютно Евросоюза, что ты вступаешь в еврозону и... Так, ты делаешь оливковое масло? Тебе не оливковое масло, потому что у нас оливковое масло уже делает, там, блин, не знаю, Испания. Ты выращиваешь апельсины? Нет, ты не можешь только апельсинов выращивать, потому что как бы апельсины уже у нас выращивают там, не знаю, там Италия, допустим. Ну, я от балды сейчас говорю. Ну да. И как бы вот это вот, с одной стороны, это как бы такое, типа, урегулирование такой, Ну, рынка, типа, да. рынка. Весы, да. С другой стороны, в Испании я вот общался с фермерами, говорю, что сколько позакрывалось, блин, плантаций, которые потом вынудили продать за бесценок под вот эти вот панели для... Солнечных батарей? Нет, для шлюх. Для солнечных батарей. Буратино шутит. Да. Для солнечных батарей и ветряков, ну, извините, как бы, это что? Это очень свобода. похоже на русский бизнес, когда у тебя отжимают просто какую-то. Понимаешь? Да. А зеленая энергетика, как мы его знаем по недавнему блэкауту, как бы на самом деле такая стабильная, оказывается, блядь, как бы. Я думаю, что ты не будешь отрицать, как бы, не знаю, что у вас там по телеку показывают, но как бы есть реальные свидетельства, как бы, того, что это следствие перехода, полного перехода на зеленую электроэнергию, которая не выдержала, такая типа... У меня, например, стоимость просто коммуналки, я имею в виду... Сколько, вот, кстати, ты платишь коммуналку в месяц? Вот я тебе сейчас скажу. Давай. Газ в районе 70. У тебя газ что, отопление или просто плита? Нет, плита у меня все электрическое, кроме обогрева воды. Обогрев воды. Обогрев воды и батареи. Ага, Ну, как бы, у тебя отопление У меня есть газовое. батареи, да. Ага, Я из привилегированных, как бы... Мы сейчас будем живу в ставить, мы Шамполе. сейчас будем ставить, потому что их срезали предыдущие хозяеа. Вот, кстати, тема того, что когда мы выбирали квартиру, короче, мы выбрали специально с батареями. То есть как бы у нас вот газ на нагрев воды и батарей зимой, и остальное электричество. И получается 70 примерно газ, ну там типа сейчас поменьше, там 60. Почему-то, кстати, немного, вот тоже Хотя да, странно. батареи нет. Потому что батареи мы любим наш комфорт, как бы, ну, мы русские, как бы, в отличие от испанцев, которые такие советские, погрелись один денек, такой, ладно, все, теперь на следующем году, кошелечку, да. теперь до следующего года. Ну вот, и как бы остальное, это у нас все на электричестве, это кондиционер, короче, плита, там, соответственно, холодильник, там, это, духовка там и так далее. Ну и вода просто сама как вода тоже, да, оплачивается? Воду платит хозяева. Хозяин. У нас, ну и да. сколько выходит в результате? Вот где-то 150. 150. Это не то же самое, что как в России у меня, я же счета вижу свои, там типа 60 там рублей. газовая страна. Сейчас, Да. ну хорошо, да, как бы. А у тебя газ прямо к жопе подведен. Да, так Там здесь другое. же тоже никто не от этого не отказывается. Ну, в смысле, отказались, но не Россия же говорит, типа, нет, не берите наш газ, все, мы вас сейчас заморозим, блин, утопим там. Ну, давай. За мир во всем мире. Зови нас в семье. Все, я прощаться даже не буду пока.